начало войны в пионерлагере встретил, от воинской части пионерлагерь был. Ну, чтобы нас под Минском. Подогнали грузовики, покидали нас в кузов и спасать. Так остался один без родителей. В Минске мы с другом на вокзале оказались. И в это время перебазировали Днепровскую флотилию, бронекатера на платформах. Ну и моряки, первый раз увидел моряков вживую. Понравились. Ну и попросились подвезти нас. Соврали, попросились, чтобы нас подвезли до Молодечно, дескать, нам надо. Ну, пошли навстречу вояки. Так мы с ним, с другом оказались в эшелоне воинском в этом. Но к Молодечно стали подъезжать, надо же признаваться, что мы обманули. Ну и начали уговаривать, чтобы нас оставили на катерах. Ну, чтобы этот довод был более весомый, объяснили, что вот если вы нас не возьмете, мы жульничать, воровать вынуждены будем, так что спасайте нас. Командир катера поинтересовался, возраст какой. Ну, сказали, ой, нет, это бесполезно, я к командиру отряда и не пойду. Ну, а тут штурман, говорит, ну, по имени его называют, что, ну, добавим им пару лет, да и все. Ну, и так, командир катера обратился к командиру отряда, уговорил его, и так мы остались вдвоем в этом отряде бронекатеров. Как-то так получилось, что друга радист взял к себе учить радиоделу. А я как-то больше железками мне тянуло. Моторист, механик катера, определил меня в группу мотористов. И научили. Так мотористом я и служил дальше. Конечно, было опасно и страшно. Вот. Потом, когда закончилась война, нас вернули в Балтийские катера. После этого оказался на катерных тральщиках. И продолжалась война. Ну, тоже. Казалось бы, мирное время, а могли попасться в такой переплет, переделку.